Обращаю ваше внимание, что свою психоматрицу вы можете рассчитать прямо на главной странице моего сайта. Ссылочка есть под этим видео. А мы с вами перейдем к значению чисел нашего денежного столбца. Что же означают эти числа? Шестерочка. Если у вас есть шестерка, это значит, что деньги к вам будут идти через труд. Вы совершенно спокойно можете заниматься любой работой, трудиться, и для того, чтобы усилить свой денежный поток, вам нужно просто больше работать. Если у вас шестерочка одна, обращаю ваше внимание на это. Если шестерочки две, это означает, что вы можете быть суперпрофессионалом в своем деле. Это значение мастера. Две шестерки указывают на то, что человек мастер своего дела. Свой денежный потенциал вы усилите, если вы будете развиваться как мастер своего дела. Три шестерочки – это уже человек, который умеет управлять финансами, который привлекает материальные ресурсы. Подробнее об этом вы узнаете в курсе по нумерологии о профессиях. И ссылку на курсы вы найдете под этим видео. Перейдем к пятерке. Пятерка в контексте денежного потенциала – это про человеческий коллектив. Это про взаимодействие в коллективе, про работу с людьми, про то, что вы можете хорошо вписаться в коллектив, вы понимаете людей. Если у вас есть пятерка, в выборе профессии вы можете опираться на это качество. То есть вам будет комфортно работать в коллективе. Если пятерочки две, то вы уже можете руководить коллективом, вы можете создавать вот это сообщество человеческое. Но это подробно мы разбираем на обучающих курсах. Четверка. Четверка – это про тело. Это про все, что связано с телом. Все, что касается нашего тела. Это и про здоровье, это и про спорт, это и про непосредственно то, что мы на себя надеваем, да, одежда, может быть. Это то, что мы употребляем, то есть это правильное питание. То есть все, что касается нашего тела. И если у вас есть четверочка, это значит, что вы можете хорошо реализоваться в той области, которая связана со спортом, со здоровьем, с правильным питанием. Это может быть и модельный бизнес, то есть когда вы непосредственно, допустим, показываете красивую одежду. То есть это вот все, что связано с телом. Про это у нас четверочка. Если две четверки, то здесь уже немного про другое, здесь уже про критичное мышление, про контроль. Что касается большего количества четверок, эту информацию вы найдете в курсе по профессиям. Теперь давайте поговорим о том, как же можно усилить свой денежный потенциал. То есть мы потенциал рассчитали, выяснили, что за денежный потенциал отвечает средний столбец психоматрицы. Напоминаю, что рассчитать психоматрицу вы можете на главной странице моего сайта, ссылочка есть под видео. То есть вы рассчитали свою психоматрицу, вы увидели, сколько чисел в среднем столбце, нас интересует именно количество. И теперь нам нужно понять, а как же можно усилить свой денежный потенциал. К примеру, у вас одна цифра. Для того, чтобы денежный потенциал стал устойчивый, вам нужно довести его до четного количества цифр. Допустим, у вас одна циферка, вам нужно довести до двух. Если вы начнете пытаться раскачать еще сильнее, то вы сделаете его опять неустойчивым, то есть до 3 чисел раскачаете. И тогда вам придется до 4, но это уже на самом деле, вот честно скажу, это нереально. То есть если просто раскачиваем его до четного количества, чтобы он стал устойчивый. Потому что с 2 цифрами в среднем столбце тоже достаточное количество миллионеров, нам этого будет достаточно. То есть много миллионеров и с 2 цифрами в среднем столбце психоматрицы. То есть смотрите, если, к примеру, у вас одна четверка, и нет ни пятерки, ни шестерки, каким образом сделать столбец устойчивым? Вам нужно наработать либо пятерку, либо шестерку. Пятерка говорит о том, что вам нужно научиться понимать людей, вам нужно научиться взаимодействовать в коллективе, то есть работать не самому по себе, а работать с людьми, работать в коллективе. И тогда ваш денежный потенциал будет усиливаться. Либо еще один вариант. Вам нужно больше работать руками. То есть больше трудиться, просто трудиться, физический труд. Это шестерочка. И тогда при отсутствии шестерки и при одной четверке, к примеру, вы усилите свой потенциал, если будете больше трудиться. Еще один пример. Если у вас есть шестерка, но нет ни пятерки,
не четверки. Как пятерочку получить, вы уже знаете. Нужно работать в коллективе людей, и тогда ваш денежный потенциал будет усиливаться. К вам будет больше приходить денег, вы будете больше зарабатывать денег, простыми словами. Есть еще один вариант – это усилить четверку. А каким образом? Заняться своим телом, заняться здоровьем, заняться спортом, либо вот физкультурой, какими-то физическими упражнениями. Также самый простой вариант – это заняться своей красотой. То есть, например, сходить к косметологу, к парикмахеру. То есть все, что касается тела, это четверочка. То есть разными путями вы можете ее усиливать. То есть вы сходили к косметологу, вы стали лучше выглядеть, люди стали вас лучше воспринимать, у вас уже не одна шестерочка, а вы еще через четверку свой денежный потенциал, свой денежный столбец усилили, сделали его стабильным. То есть уже 2 циферки. Понимаете вот это вот? Вам нужно понять логику. То, чему я учу на своих курсах, это не простое зазубривание значений, а именно понимание логики. Потому что если вы понимаете вот эту вот всю систему взаимодействий, то вы сможете уже жонглировать всеми нумерологическими характеристиками, и вас ничто не поставит в тупик. Ссылочка на курсы есть под видео. Давайте разберем следующий вариант, когда, к примеру, у вас 3 цифры в столбце. Вроде как больше, чем 2, да? Почти 4, но не 4, потому что потенциал неустойчивый, 3 циферки. И вам нужно добавить. Также по аналогии, если у вас 1 четверка, 1 пятерка, 1 шестерка. Это, кстати, самый комфортный вариант. И в этом случае вам будет легче всего усилить, потому что всегда легче усиливать то число, которое уже есть, чем нарабатывать то, которого нет. Даже если у вас в среднем столбце всего 1 шестерочка, например, вы можете усилить свой потенциал, даже не нарабатывая четверку и пятерку, а просто начиная больше трудиться, то есть усиливая шестерку. Как бы вы уже, у вас не 1, а 2 шестерки становятся. Вы становитесь профессионалом в своем деле, вы становитесь мастером, вы становитесь профи, вы больше трудитесь, но это через труд. Это самый простой способ. Наработать отсутствующие числа всегда гораздо сложнее. Так вот, если у вас в столбце 4, 5, 6 по одной циферке, то есть 3 цифры, но при этом нестабильный денежный потенциал. То есть самый простой способ – это усилить через труд. Тогда вы как бы получаете 2 шестерки, вы становитесь профессионалом, и ваш столбец становится стабильным. То есть 4 циферки. Либо уже, как я вам рассказывала, вы можете через здоровье, через четверочку, то есть занимаясь своим здоровьем, занимаясь какими-то физическими упражнениями. Либо через то, что вы создаете коллектив, то есть не просто уже работаете в коллективе, а создаете коллектив, усиливаете свою пятерку. То есть из одной делаете как бы 2. Но это, сразу вас предупреждаю, будет сложнее. Гораздо легче шестерочку в этом плане прокачать, либо четверочку через здоровье. Потому что если вы хотите через пятерку усилить свой денежный потенциал, то вам придется учиться управлять людьми, вам придется учиться создавать команду, то есть все вот эти нюансы вам нужно изучить, вам нужно освоить. Это тоже такой путь, это тоже вариант для усиления вашего денежного потенциала и вашей финансовой стабильности. 5 чисел в столбце я бы поставила особняком, потому что пятерка – это нечетное число, и его нужно доводить до четного. Но если мы усилим что-то, то у нас будет 6 чисел, а 6, как вы уже знаете, нужно отнять 5, и остается 1 всего циферка. И опять неустойчивая позиция. Поэтому для того, чтобы столбец из 5 чисел сделать более устойчивым, нам нужно где-то, наоборот, смягчить какое-то качество. Варианты 5 цифр в столбце могут быть, например, 2 четверки, 2 пятерки, 1 шестерка. Либо там 2 пятерки, 2 шестерки, 1 четверка. Либо 2 четверки, 2 шестерки, 1 пятерка. То есть варианты такие, что, как правило, каких-то чисел больше. Может быть, даже 3 четверки, например, 1 пятерка и 1 шестерка. То есть такие тоже могут быть варианты. И для того, чтобы нам сделать этот показатель стабильным, нужно смягчить то качество, которое перегружено. К примеру, у вас 2 четверки и 2 шестерки. Вот 2 шестерки я бы не стала смягчать, потому что все-таки это про профессионализм, это про вот именно профессионализм в руках. Это человек-мастер своего дела. Поэтому здесь я бы смягчила четверочки, а смягчила в плане... Вот 2 четверки, они дают контроль. То есть это гиперконтроль.
Это критичное мышление, это человек, который может ворчать, это человек, который может везде видеть какие-то недостатки. Я бы смягчила этот показатель, добавила больше доверия к миру. То есть 2 четверки — это очень большое напряжение. 2-3 четверки туда же — это очень большое напряжение. И если убирать напряжение, добавлять доверие к миру, то вы будете как бы это качество смягчать, и свой денежный потенциал, вот это вот максимально проявленное 5 чисел, то есть гипертрофированное качество, которое является смыслом жизни человека, может быть. Вы можете таким образом сделать стабильным вот это нестабильное качество. То есть смягчив контроль. Если это 2 или 3 пятерки, это качество, которое дает, опять же, излишние претензии, это может быть где-то ревность, это может быть недоверие, тот же гиперконтроль на пятерках, только немножечко в другом фокусе в плане отношений, недоверия. То есть смягчать вот этот момент. То есть видеть его, понимать, наблюдать как бы со стороны, и больше доверия к миру. И тогда вот этот неустойчивый потенциал 5 чисел в среднем столбце вы смягчите и сделаете его стабильным. Как бы смягчите до 4. И денег в вашей жизни станет больше. Вот такой парадокс. Если вы хотите стать нумерологом, изменить свою жизнь, помогать своим близким, переходите по ссылке под видео. На моем сайте вы найдете более 10 курсов по нумерологии от нуля до профи, от А до Я, на самые различные темы, которые пригодятся вам во всех сферах жизни. С вами была Светлана Белова. До встречи в следующих видео.